Том Уэллинг – американский актер, получивший широкую популярность в начале 2000-х, благодаря роли Кларка Кента в сериале «Тайны Смолвиля». Кто-то называет его актером одной роли, а кто-то уверен, что Уэллинг еще покажет себя. Однако сам актер живет тихой, размеренной жизнью и, судя по всему, совершенно не переживает из-за отсутствия громких ролей. Но давайте обо всем по порядку. В этом видео я расскажу о биографии Тома Уэллинга. Томас Джон Патрик Уэллинг родился 26 апреля 1977 года в небольшом городке Пунтом-Вэлли, штат Нью-Йорк, США. Его родители никогда не были связаны с актерством или какой-либо другой творческой деятельностью. Мама была домохозяйкой, а папа работал управляющим в компании General Motors. В семье было 4 детей. Том стал 3-м ребенком. У него есть 2 старшие сестры, Ребекка и Джейми, а также младший брат Марк. Работа отца требовала частых переездов. Уэллинги успели пожить в штатах Висконсин и Делавэр, прежде чем, наконец, обосновались в штате Мичиган, где Том и пошел в старшую школу. Ранее Уэллинг посещал театральный кружок, однако позже весь его интерес сместился в сторону спорта. Он ходил в секции бейсбола и баскетбола, а также был вратарем школьной футбольной команды. После окончания школы Том не стал спешить с получением высшего образования и дал себе время на подумать, а чтобы не сидеть у родителей на шее, подрабатывал на стройке. Однако дальше произошло то, чего парень совершенно не ожидал. На одной из вечеринок его друзей к нему подошел то ли фотограф, то ли представитель модельного агентства, в разных источниках дается разная информация, и предложил Тому попробовать себя в модельном бизнесе. Внешность парня действительно как нельзя лучше подходила для этой профессии, ведь он обладал высоким ростом в 190 сантиметров, спортивной фигурой и красивым лицом. Уже вскоре он подписал контракт с европейским агентством Louisa Models и переехал в Нью-Йорк, где представлял такие бренды, как Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Abercrombie & Fitch. Однако работа моделью предполагала выход на подиум не только в США, но и во многих странах Европы. Очень скоро такой кочевой образ жизни надоел Тому, а особенно его стало раздражать чрезмерное внимание к внешности при полном пренебрежении к внутреннему наполнению, и он все чаще стал задумываться о смене деятельности. Уэллинг вспомнил свои школьные годы и то, как ему нравился театральный кружок, поэтому решил поехать в Лос-Анджелес и показать свои умения на актерских кастингах. Позже Том признавался, что переезд в Л.А. – это самая сумасшедшая вещь, которую он когда-либо делал, и в тот момент это был действительно большой шаг. Его дебют на телевидении состоялся в 2001 году. Том попал в сериал «Справедливая Эми», где сыграл обаятельного тренера Роба Мельцера. Изначально предполагалось отснять 3 эпизода с участием Уэллинга, но его герой понравился многим, поэтому появился в целых 6 сериях. Далее Том сыграл одну из жертв в сериале «Охотники за нечистью» и был задействован в пилотном эпизоде ситкома «Неопределившиеся». А вот настоящим прорывом для молодого актера стала главная роль в популярном телесериале «Тайны Смолвиля». Продюсеры проекта искали исполнителя главной роли по всей Америке, но никак не могли найти подходящего парня. Если бы Тому отказали, Кларка Кента мог бы сыграть Дженсен Эклс. Он был 2-м претендентом на эту роль. На 3-м месте у создателей сериала был Майло Вентимилья. Однако вышло так, как вышло, и сегодня уже трудно представить кого-то другого на месте Уэллинга. Стоит сказать, что Том не питал особых иллюзий насчет этого проекта. Он прошел кастинг и отправился домой, а по пути остановился на бензоколонке. Тогда у актера еще не было мобильного телефона, и он использовал автомат, чтобы позвонить своему агенту и узнать, насколько хорошо прошли пробы. Однако тот уже вовсю разыскивал Уэллинга, чтобы сообщить ему, что он получил роль. Актер был настолько удивлен, что даже не поверил услышанному. Сериал «Тайны Смолвиля» снят по мотивам комикса о Супермене и рассказывает о юности супергероя и процессе его становления. Интересно, что Том никогда не любил и не читал комиксы,
комиксы. Обычно, когда актер получает роль, основанную на персонаже из известной книги или комикса, первым делом он бросается на изучение первоисточника. Однако Уэллинг избрал для себя иной путь. «Я решил, что не прикоснусь к комиксам о Супермене. Мы собирались сделать нечто совершенно новое, и я хотел избежать даже неосознанного подражания», – рассказывал он в интервью. Нужно отметить, что такой подход принес свои результаты. Первая пилотная серия проекта вышла 16 октября 2001 года и собрала у экранов рекордные 8,4 миллиона человек. Позже сериал несколько раз номинировался на премию «Сатурн» в различных категориях и дважды взял Эмми за лучший монтаж звука. Уэллинг также не остался без внимания критиков и получил премию Teen Choice Awards в категории «Самый яркий прорыв». Проект продержался в эфире целых 10 сезонов и вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный научно-фантастический сериал. За время работы в Смолвилле Том успевал сниматься и в других фильмах. Так, в 2003-м он появился в семейной комедии «Оптом дешевле», рассказывающей о том, как отец семейства остается один на один со своими 12 детьми. Когда Тома спросили, почему он согласился принять участие в этом фильме, он ответил следующее: «У меня на это было 3 причины. Первая – Стив Мартин, вторая – Стив Мартин, третья – Стив Мартин». Уэллинг – давний поклонник Мартина, который и исполнил здесь главную роль. При бюджете в $40 миллионов в прокате комедия собрала более 190 миллионов, поэтому в 2005 году выходит продолжение под названием «Оптом дешевле 2», в котором Том вернулся к исполнению своего персонажа по имени Чарли Бейкер. Кроме того, он сыграл главную роль в ужастике «Туман». Однако эта картина не имела теплого приема ни у зрителей, ни у критиков и получила сразу 2 антипремии в номинациях «Худший фильм» и «Самый нестрашный хоррор». После завершения съемок в Смолвилле в 2011-м следующее появление актера на экране состоялось только 2 года спустя. Он сыграл одного из агентов секретной службы в биографическом триллере «Паркленд», рассказывающем о событиях, происходивших после убийства президента США Джона Кеннеди. Годом позже актеру довелось вспомнить школьные годы и то, как играть в американский футбол, так как он получил роль квотербека Брайана Дрю в спортивной драме «День драфта». Главные роли достались Кевину Костнеру и Дженнифер Гарнер. В 2016-м Уэллинга можно было увидеть в мелодраме «Выбор». Уже в следующем году он присоединился к касту фэнтези-сериала «Люцифер», сыграв одного из ключевых персонажей 3-го сезона, появившись в целых 18 эпизодах. А в 2019 году в сериале «Бэтвумен» состоялось камео Кларка Кента. В небольшом отрывке Том Уэллинг предстал в красной клетчатой рубашке на знаменитой ферме Кентов. Его боевая подруга Эрика Дюранс рядом с ним в роли журналистки Лоис Лейн. Дальше спойлерить не буду, скажу лишь, что этот отрывок можно посмотреть в 9-й серии 1-го сезона. И хоть камео длилось не так долго, как того ожидали фанаты, все равно поностальгировать было над чем. Личная жизнь. Первой избранницей Уэллинга, о которой достоверно известно общественности, стала модель Джейми Уайт. С ней Том познакомился в далеком 1998 году, когда сам работал в модельном бизнесе. После нескольких лет романа пара решила узаконить свои отношения, и в 2002 году состоялась их свадьба. Свидетелями данного события были коллеги Тома по тайнам Смолвилля Кристиан Кройг и Майкл Розенбаум. Этот союз продлился целых 10 лет, однако в 2013-м актер подал на развод, сославшись на непримиримые разногласия в семье. Окончательно завершить бракоразводный процесс им удалось только 2 года спустя. Детей у пары не было. Долго в холостяках ходить Уэллингу не пришлось. Уже в 2014-м он знакомится с Джессикой Роуз Ли. Девушка на 10 лет младше актера и является основательницей элитного конного клуба. В апреле 2018-го молодые люди объявили о помолвке, а в январе следующего года Том и Джессика впервые стали родителями. У них родился сынишка, которого назвали Томпсон Уайлд. Счастливая мама поделилась новостью в своем инстаграме. Томпсон Уайлд Вэлли родился 5 января 2019 года в 0 часов 30 минут, 8 фунтов 8 унций чистой любви. После того, как Джессика пришла в форму после родов, они тайно сыграли свадьбу на ранчо в пригороде Калифорнии в кругу родственников и самых близких друзей. Несмотря на
ноябрь и моросящий дождик, праздник прошел великолепно. Локацию украшали множество цветов и подвесных светильников, которые придали уюта и романтики. Джессика выбрала для церемонии воздушное белое платье с длинным шлейфом, а Том предпочел надеть классический смокинг. Не успела отгреметь свадьба, как актер сообщил, что они с женой ждут второго ребенка. А Джессика подкрепила его слова фото, на котором Том держит снимок УЗИ со счастливой улыбкой на лице. 3 июня 2021 года Том и Джессика стали родителями во второй раз. У них родился еще один сын – Роклин Вон Уэллинг. Сегодня счастливые родители живут вдали от городской суеты, среди природы и животных, наслаждаясь общением с детьми и друг с другом. А Том признается, что его жена и дети – это его главная группа поддержки. Том Уэллинг сегодня. Сегодня актер продолжает сниматься, хотя делает это настолько редко, что порой кажется, будто бы актерство для него больше хобби, чем работа. В августе 2020-го на Netflix состоялась премьера сериала в жанре комедийного боевика под названием «Профессионалы». Кроме Тома Уэллинга, главную роль здесь также сыграл Брендан Фрейзер, некогда известный красавчик по серии фильмов «Мумия», но сегодня находящийся в забвении, играя далеко не ключевых персонажей. Том перевоплотился в бывшего офицера контрразведки, а главные герои будут замешаны в криминал, межнациональные тайны и шпионскую игру. К сожалению, проект не получил высоких оценок зрителей из-за плохой проработки сценария и низкого качества постановки сцен с драками. Сериал состоит из одного сезона, в котором всего 10 серий. А совсем недавно в сети появилось видео, на котором Том Уэллинг рассказывает, что он совместно со своим коллегой Майклом Розенбаумом работает над анимационным продолжением сериала «Тайны Смолвиля». Они надеются привлечь к этому проекту как можно больше актеров из оригинального каста, чтобы вдохнуть жизнь во всех героев. Пока неизвестно, в каком направлении будет развиваться история и когда ждать выхода первой серии. Так что если кто-то вдохновился данным сообщением, отслеживайте новости в сети. А чтобы не пропускать новости от самого актера, можете подписаться на его аккаунт в Инстаграме. Ссылка будет в описании под видео. Интересные факты. Том Уэллинг имеет немецкие корни и по отцу, и по матери. Актер хорошо играет в гольф и даже занял первое место на одном калифорнийском чемпионате в 2011 году. Работая моделью, Том познакомился с Эштоном Кутчером, который так же, как и Уэллинг, начинал карьеру с подиума, а затем стал актером. Том – знатный домосед, он старается избегать публичных мероприятий, а лучший вечер для него – это вечер, проведенный за ужином с семьей. Уэллинг не боится грязной работы и дома часто что-то чинит или мастерит руками самостоятельно, не прибегая к посторонним услугам. Друзья, на этом все. Как всегда, благодарна за ваши лайки и комментарии. Если хотите, посмотрите другие видео на моем канале. И подписывайтесь, ведь впереди еще много интересных историй. До встречи!